Олександре Івановичу, зміна клімату останні десятиліття є величезною проблемою для всього людства. На ваш погляд, як вплинуть кліматичні флуктуації на вирощування олійних культур в Україні і світі загалом? І що саме в подальшому слугуватиме лімітуючим чинником врожайності? Ну, масличные культуры, как и все культуры, конечно, реагируют на изменения погодных условий, а мы видим, что в последние годы эти изменения наблюдаются. Если взять подсолнечник, которая самая распространенная масличная культура у нас в стране, то кроме того, что он перенасыщен на юге Украины, последние годы подсолнечник пошел в более северные районы. Это говорит о том, что климат потеплел. Хотя если взять по нашей зоне, по осадкам, ну, скажем так, за последние 5 лет, вот, проанализировав, количество осадок, которое выпадает за год, практически на том же уровне, что и среднемноголетние. Но они выпадают неравномерно, часто ливневые, вот, поэтому это очень влияет на технологию выращивания, на их как бы состояние во время вегетации. Вот. Нужно сказать, что в связи с тем, что подсолнечник занимает большие площади, это негативно сказывается на его выращивании и на культурах, которые находятся в этом же севообороте. Идут на смену подсолнечку, необходимо заменять другими культурами. Ну, например, такая культура, как софлор, которая более засухоустойчивая, предназначена для юга Украины, хотя сейчас вот и в Харьковской области ее уже начинают выращивать и проводятся исследования, и на Западной Украине также есть данные по выращиванию софлора. Здесь эта культура из масличных самая засухоустойчивая. Вот, она менее требовательна к почвам, даже на засоленных почвах может произрастать. Вот. Необходимо также подсолнечник заменять другими культурами. В частности, вот у нас такие культуры, как лен, горчица, которые, я считаю, еще не достигли тех площадей, которые необходимы для их выращивания. Вот. Такие культуры, как рыжик, кунжут, рапс, соя, хотя соя считается как бы бобовой культурой, но в мире она считается первой культурой по потреблению масла. Тобто я вірно зрозумів, що все ж таки лімітуючим фактором буде волога, і вона буде визначати не тільки строки, а й самі культури олійні, так? Так, да, влага это как бы один из лимитирующих факторов, особенно в нашей зоне. Ну, вот у нас среднемноголетнее количество осадков это 457 миллиметров. Но то, что я говорил, неравномерность их показывает, например, этот год. Вот если взять многолетние данные, то за первую половину года у нас выпадает 210 мм, и за вторую 247. А в этом году вот уже за полгода, сейчас вот у нас начало июля, за полгода выпало 390 мм. То есть, а за июнь месяц это где-то 170-200 мм. То есть, сами понимаете, что они неравномерны, хотя и являются лимитирующими. Но взять тот подсолнечник, который мы выращиваем, он, если мы занимает сейчас 30-40% на полях области, то влага как бы забирается этой культурой, и нехватка влаги на следующих культурах также сказывается.